Привет, друзья! Я знаю, что я просто старый парень, рассказывающий истории, но, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь, прежде чем мы начнем. Давайте насладимся сегодняшними историями. Прежде чем перейти к сегодняшним рассказам, хочу сделать небольшую оговорку. Контент, представленный в этом видео, предназначен исключительно для развлечения. Теории и истории, обсуждаемые здесь, являются предположениями и не подтверждены никакими доказательствами. Рекомендуется соблюдать осторожность при просмотре. Мне не нравится рассказывать, как я достал тот ноутбук. Это был точно не какой-то ход Робин Гуда. Я просто скучал, был на мели и застрял в той самой яме середины 20-х, когда жизнь вообще не похожа на ту, которую ты себе представлял. Я начал перекупать странную технику на одном Discord-сервере, в который вообще не должен был попадать. Один из тех приватных серверов, где люди разговаривают так, будто все они бывшие военные или международные посредники, хотя на деле, скорее всего, просто безработные параноики. В таких местах учишься быстро. Молчи. Не задавай тупых вопросов. И никогда не пытайся узнать, кто есть кто. Я держался странной техники, дроны, зашифрованные телефоны, раутеры, одноразки, такого типа. Что-то работало, что-то нет. И вдруг кто-то предложил ноутбук. Старую модель Tinkerpad. Сказал, что он из очищенного полицейского хранилища уликов в Арканзасе, и что ноутбук использовали в какой-то неофициальной операции наблюдения. Звучало как бред, но у продавца была хорошая репутация, а цена настолько смешная, $80, что я согласился. Никакого трекинга, никаких вопросов. Прислали в PA-бокс, который я снимал на фальшивое имя, деньги были приклеены внутри коробки от DVD Кунг-фу Панда 3. Когда ноутбук приехал, от него слегка пахло отбеливателем. Это был первый тревожный сигнал. Второй — корпус. Он выглядел так, будто его наспех покрасили матовой черной краской, и по краям все еще торчали кусочки малярного скотча. Никаких логотипов, никаких наклеек. Он включился сразу, без пароля. Один пользователь M3. Черный рабочий стол, и по центру только один значок. Мэп. Я нажал, думая, что это битая ссылка или какой-то прикол. Но нет. Открылась старая GPS-па из до Google Маповской эпохи. Оно было привязано к конкретным координатам, недалеко от меня, часа 3 от города, глубоко в северной части штата Нью-Йорк, возле парка Кэтскилл. Там нет ничего, кроме заброшенных сараев и леса такой плотности, что GPS в нем просто тонет. Я приблизил. На карте отмечен квадратный объект. Ни подписи, ни дорог, просто серая фигура среди бесконечного леса. На ноутбуке все файлы были стерты. Ни истории браузера, ни приложений, ни журналов. Только эта карта и маленький текстовый файл размером 34 кб, for Personal Retrieval Only. Большинство людей стерло бы диск и перепродало. Мне тоже следовало так сделать. Но я не сделал. Вместо этого я закинул ноутбук в рюкзак, бросил туда пару пауэрбанков и сказал своей девушке, что ухожу в поход на денек-другой. Ей было все равно, мы к тому моменту почти не разговаривали. Доехал я туда в четверг. GPS даже близко не подвел меня к нужному месту. Пришлось бросить машину у заброшенной сервисной дороги, перелезть через колючую проволоку и пройти пешком 2 мили по неровным зарослям. Я вообще не турист. Был в кедах Вэнс, ноги убил уже в первый час. Строение было не видно, пока я буквально не наткнулся на него. Похоже на двухэтажный дом, просто стоящий в лесу, весь заросший плющом, мхом, ветками, будто лес много лет пытался его поглотить, но так и не смог. Окна разбиты или заколочены. Крыльцо провалилось, но каркас был крепкий. Он не выглядел призрачным. Скорее, как будто тот, кто его построил, хотел, чтобы его никто никогда не нашел. Ни адресной таблички, ни почтового ящика, ни коммуникаций. Единственное современное — ржавый кабель Verizon,
криво пристегнутый к стене и обрезанный посередине. Я вошел через дыру в задней стене. Пахло мокрой изоляцией, пылью и чем-то еще. Чем-то металлическим. Внутри все было вычищено. Никакой мебели, кроме пары сломанных стульев и плесневого матраса в коридоре наверху. Но пустым дом не был. На кухне шкафы были сорваны с петель, а на полу огромный обугленный след, будто что-то электрическое взорвалось. Техники не было, но на стене висели десятки снимков полароид, прибитых гвоздями хаотичными группами. Некоторые были слишком повреждены. Другие — просто размытые пейзажи. Один заставил меня замереть. Фото замерзшего озера. Я узнал его сразу. Озеро Миррор-Лейк в Лейк-Плэсиде, снятое с северного берега. Я знаю это место. Родители каждую зиму водили меня туда кататься. У нас была почти такая же семейная фотография. Я снял снимок со стены. На обороте синей ручкой дата декабрь 2004. Прямо как замкнутый круг. Я думал, это просто странное совпадение, пока не увидел следующее фото. Машина моего отца, тот самый пикап, который он продал в 2009. Та же вмятина, та же наклейка Ернкис. На фото парковка у Доминос, а я и моя сестра сидим в открытом кузове. Снято издалека. Таких фотографий там было много. Все знакомые. Фото меня, сестры, мамы. Не постановочные, а случайные. Я начал срывать их со стены. Некоторые самые старые показывали моих дедушку и бабушку, тех, кого я никогда не знал при жизни. Снимки возле нашего старого дома в Йонкерсе. Один на автозакусочной Ендес. Я узнал нелепую вельветовую шляпу деда. Он ненавидел камеры. Эти фото невозможно было сделать, не находясь рядом. Кто-то следил за моей семьей десятилетиями. Я быстро вышел из комнаты. Мне уже было наплевать на ноутбук, хотел просто уйти. Но все равно продолжил обходить дом. Наверху я нашел лаз, ведущий на чердак. Чердак был не обработанный, только утеплитель, доски и металлический шкаф, закрытый цепью. Я перекусил цепь болторезами, которые взял с собой. Не спрашивай. Я думал, найду медную проводку или что-то на металлолом. Внутри были кости. Ни одного человека, несколько. В основном человеческие. По крайней мере, один детский. Старые, коричневые, треснувшие. На некоторых черепах были отчетливые отверстия от сверла. А внизу, среди них, были кости, которые явно не были человеческими. Слишком длинные. Слишком много суставов. У одной был челюстной аппарат, который я даже описать не смогу, будто двойной ряд зубов и никаких глазниц. Я сфотографировал. Сам не знаю зачем. Потом удалил. Казалось неправильным даже хранить это. Тут я и принял решение. Я вылил жидкость для розжига в чердаке и на лестнице и поджег дом. Даже не сомневался. Я не хотел, чтобы кто-то еще это нашел, и не хотел сюда возвращаться. Я поехал домой, выкинул одежду и создал фейковое объявление на Craigslist, чтобы избавиться от ноутбука. Написал, что батарея мертвая, и продал его за $30 какому-то студенту из университета Олбани. Но история не закончилась. Потому что на следующее утро, когда я вернулся туда с кузеном, он работает лесным инспектором, дом все еще стоял. Не обгоревший. Не поврежденный. Даже не закопченный. Будто я ничего с ним не сделал. И входная дверь была закрыта. Мой двоюродный брат считал, что я несу чушь. Он из тех парней, которые надевают тактическое снаряжение на обычные походы, будто он из игры The Division, хотя на самом деле работает в правительственной службе, занимаясь лесными обследованиями, в основном ходит по лесу и обновляет карты природных зон. Я убедил его поехать со мной только потому, что сказал, будто нашел что-то похожее на забытый бункер времен Холодной войны и хочу сделать пару снимков, пока там не поселились какие-нибудь бродяги.
Мы добрались туда примерно в 11 утра. Дорога во второй раз была еще хуже. Деревья наклонялись так, словно весь лес провисал в одну сторону, но строение стояло ровно там же, где и на карте из ноутбука. Все так же спрятанное, все так же безмолвное, все так же несожженное, без следов огня. Та же разбитая обшивка, та же перекрученная веранда, но теперь на земле были свежие следы, будто кто-то тащил что-то тяжелое по грязи прямо от линии деревьев к задней части дома, словно волокушу или мешок с телом. Я указал на это. Двоюродный брат лишь поднял бровь и сказал, что это, вероятно, медведь. Внутрь он не пошел сразу. Он стоял на краю лесной линии, сканируя местность своим ручным тепловизором FLIR, который иногда брал с собой. Я спросил, что он ищет. Он пожал плечами и сказал: не людей. И не тепловые следы. Просто хочу убедиться, что мы никому не мешаем. Я вошел первым. Внутри фотографии исчезли. Все до единой. Стена на кухне, где они были прибиты, была полностью пустой, будто кто-то снял все и тщательно очистил поверхность. Даже гвозди исчезли. Остались только слабые следы на гипсокартоне. Это заставило моего брата остановиться. Он подошел к стене, надавил пальцем на одну из отметин и сказал: «Ты уверен, что не выдумал все это? Ты же не был под кайфом». Я даже не ответил. На чердаке теперь было закрыто. Лаз в ползучее пространство был прикрыт новым листом фанеры, которого вчера не было. Без краски, свежее дерево, чистые саморезы. У нас не было ничего, чем можно было бы это открыть. Тогда он достал телефон и начал видеозвонок фичить им своему другу Максу, который работает на фрилансе в сфере криминальной уборки. Макс ответил, стоя на кухне, заваленной вещами, в перчатках и с надкусанным мак-маффином в руке. Мой брат наклонил камеру, показывая фанеру. Макс моргнул и сказал: «Окей, да, это не похоже на норму. Ты сказал, место заброшено». Мы не объясняли все, просто сказали, что дом стоял пустым много лет, и вроде бы кто-то недавно вернулся и закрыл чердак. Макс сказал: «Посмотрите внутри стены возле лестницы. Лента гипсокартона порвана, и там свежая шпаклевка. Кто-то заделал это очень криво, как будто последние 48 часов». И правда, когда мы подошли к лестничному пролету, там была новая полоса вдоль стены, неровная и уже начавшая трескаться. Мой брат достал складной нож и начал медленно выковыривать штукатурку, примерно так, будто ждал, что на нас накричат. За гипсокартоном оказалась пустота. И внутри было имя, выцарапанное чем-то острым, Эри Уэксо. Ни он, ни я не знали такого имени, но оно выглядело намеренно. Не вандализм. Не баловство. Маленькое, аккуратное. Под именем были числа из 4 цифр, похожие на годы или коды: 1999, 2003, 2011, 2017, 2021. Мы сделали снимки. Брат сказал: «Чувак, нам нужно кому-то рассказать». Я спросил: «Кому?» «Сказать что?» «Что я сжег дом, а он снова появился». Он промолчал. На выходе мы нашли то, чего вчера не было. Камера, старый Nikon, пленочный, стояла на шатком столике, который вчера был чистым. Рядом лежала новая пачка Марлберра, нераспечатанная. Брат поклялся, что даже пыль на столе не успела осесть вокруг предметов, будто их поставили несколько минут назад. Он поднял камеру и открыл заднюю крышку. Пленка была заряжена. В этот момент мы услышали что-то. Ни стук, ни шаги, просто один единственный грохот. Громкий. Наверху. Как будто кто-то бросил что-то тяжелое. Мы замерли на секунду. Потом брат сказал: «Нет». И мы ушли, даже не посмотрев, что это было. В машине мы просто сидели какое-то время. Он закурил и молчал. Потом сказал: «То имя Ари Векслер. Это могила, которую я как-то нашел. Кладбище на севере штата,
возле Херкимера. Помню, потому что там не было даты смерти. Я спросил, думает ли он, что это связано. Он только медленно кивнул, глядя в лобовое стекло, и сказал, это не то имя, которое встречается дважды. Я не спал той ночью. Не потому, что было страшно. Я просто не хотел видеть никаких снов. На следующее утро брат прислал мне фото. Без текста. Это был скриншот треда на Reddit из сабреддита какого-то маленького городка в северной части штата Нью-Йорк. Пост назывался «Кто-нибудь помнит дом, который ест сам себя?» Он был где-то за Бёрч-Холлу, но я больше не могу его найти. Мой отец говорил, что это была часть старой поисково-спасательной тренировки в 90-х. Что-то о людях, пропадающих внутри. Было 6 комментариев. Один пользователь сказал, что помнит, как его дядя рассказывал о нем и что дом давно снесли. Другой написал, что это был розыгрыш, чтобы отпугивать туристов от частной земли. 6-й комментарий гласил, дом Викслеров не исчез. Он просто ждет. Я написал брату, ты уверен, что это тоже имя? Он ответил, я уверен, что мы не первые, кто пытался его сжечь. После той ветки на Reddit я попытался держаться подальше от этого. Я решил, что уже сделал свою часть во всем этом. Нашел дом, увидел, что в нем было, пытался уничтожить его, и этого должно было быть достаточно. Пусть кто-то другой гонится за призраками. Но я не мог перестать думать о имени на стене. Ари Уэкслер. 5 выцарапанных лет. Один дом, который не горел. Это начало тянуть за что-то старое во мне. Что-то, о чем я не вспоминал с детства. Поэтому я сделал единственное, что обещал себе никогда больше не делать. Я снова связался с парнем, у которого купил тот ноутбук. Его одноразовый Discord-аккаунт все еще был активен. Тот же ник. Я написал ему одно сообщение. Координаты привели к чему-то. Мне нужен контекст. Он ответил через 5 минут. Я так и знал, что ты это скажешь. И все. Никаких ссылок, никаких объяснений, никаких загадочных предупреждений. Только одно сообщение через несколько минут с адресом, состоящим из 3 слов, Ехид 28. Mailbox 11. Я проверил. Это была глухая придорожная остановка в Адирондаках. Только деревья, старая церковь и один из тех общих почтовых сараев, которые выглядят заброшенными. Определенно не место, откуда кто-то мог бы работать. Но я все равно поехал. Через 2 дня я взял грузовик кузена, снял номера, натянул худи пониже. Телефон оставил дома. Ноутбук не брал. Я нашел почтовый ящик номер 11. На щели была наклеена изолента, а рядом с номером кто-то вырезал маленькую отметку, одну вертикальную линию с насечкой внизу, как будто какую-то важную зарубку. Внутри был желтый плотный конверт, запечатанный. Без надписей, без марок, без бренда. Я открыл его в машине. Внутри были ксерокопии официальных документов. Некоторые – отчеты о вскрытии, другие – межведомственные меморандумы. Все они ссылались на пожар 1987 года. Пожар произошел на территории, указанной как владение Уэкслера, сектор Бёрч-Холлоу. По отчету, здание горело уже 4 раза до 1987 года, но каждый раз при возвращении его не находили, и местные власти списывали это на ошибку в карте. Один документ описывал его как несуществующее, даже при том, что указывал GPS-координаты. Но то, что скрутило мне желудок, это фото, лежавшее за бумагами. Зернистый полароид. На нем 6 человек, позирующих перед домом Уэкслера. Одна женщина держала планшет. 3 выглядели как местные помощники шерифа. А мужчина в центре был в зеленой армейской куртке и зеркальных очках, словно не из их компании. Он держал в руке человеческий череп, ухмыляясь. На обороте было написано ручкой «Survey Team». Мэй 1985.
Бифаури Тиуэн Траунг. Позже той ночью я позвонил маме. Я не собирался говорить ничего конкретного, просто спросил, слышала ли она когда-нибудь фамилию Уэкслер. Ее голос мгновенно напрягся. Не испугу, скорее настороженности. Она спросила, почему ты спрашиваешь это имя? Я сказал, что увидел его в книге. Без деталей. Она замолчала, потом сказала, кузен твоего отца в 70-х женился в семью Уэкслеров. Потом поссорились. Та ветвь пропала. Больше ни на одну встречу не приезжала. Я спросил, жил ли кто-то из них на севере штата. Пауза. Потом, тебе стоит перестать этим интересоваться, милый. Я серьезно. Звонок быстро закончился. Через несколько дней кузен снова написал. Одно предложение, пленка проявилась. Мы встретились на парковке заброшенного торгового центра возле Рут-9. Он дал мне маленький конверт из CVS. Обычные фотоснимки. Сказал, что больше не хочет их держать. Было 23 фотографии с той камеры, что мы нашли в доме. Большинство — лес, деревья, заднее крыльцо, угол кухни. Все сняты под странными углами, будто кто-то высовывался из-за мебели. Несколько, будто кто-то стоял на линии деревьев и наблюдал за домом ночью. Но последние 5. Одна — открыт люк в подполье. Одна — тот же шкафчик на чердаке, который открыл я. Одна — кости внутри него, но снятые сверху, как будто человек стоял прямо над ними. И еще 2. Одна — мужчина, сидящий в кресле спиной к камере, глядящий в окно. Лица не видно, только силуэт головы, седые волосы. Он держал фотографию в руках. Последняя, сделанная ночью снаружи дома. Кто-то стоит перед ним с фонариком. В стекле видно часть его отражения. Дата на снимке — 2 недели до того, как я нашел ноутбук. Это был не я. И не мой кузен. Мы не знаем, кто это был, но на нем был точно такой же рюкзак, как тот, что я взял в первый раз. Тот же цвет. Та же нашивка. Только я никогда не фотографировал себя и никогда не выходил туда ночью. На следующее утро я получил письмо на свой адрес. Без обратного. Внутри 1 листок. На нем одна фраза, набранная жирным. Если ты нашел фотографии своей семьи, ты был не первым. Ниже было приписано от руки номер телефона и имя. Эй Арай. Я не стал звонить по этому номеру сразу. Что-то в том, как это имя было написано от руки, напугало меня сильнее всего, что происходило до этого момента. Тот, кто его написал, был не каким-то интернет-чудаком или охотником за привидениями. Он был в моем доме. Он знал, где я живу. И он хотел, чтобы я знал, что он все еще наблюдает. Я смотрел на номер 3 дня, держал бумагу под стопкой рекламных листовок рядом с микроволновкой, будто спрятать ее означало отсрочить то, что должно случиться дальше. На 4-й день я позвонил. 1 гудок. Потом кто-то взял трубку и сказал «да», «нет». «Алло». «Нет». «Кто это?» — спросил я. «Это Ари». Голос на другом конце тихо рассмеялся и сказал «это не то, что ты должен был меня спросить». Я молчал. Потом он сказал «ты должен спросить, хочет ли дом, чтобы ты вернулся». Не знаю почему, но я спросил «хочет?». Он ответил «ты уже знаешь ответ». И повесил трубку. В ту ночь я не спал. И впервые не из-за страха. Я не боялся. Я был зол. Кто бы он ни был, этот Тари, человек, чье имя было выцарапано на стене на чердаке, он играл. Я хотел увидеть его лицо. Номер был местным. Я пробил код городской зоны и провел весь следующий день на сервисах обратного поиска. В итоге вышел на цепочку старых объявлений о продаже недвижимости, связанных с заброшенным одноэтажным домом возле Кейсвилла.
между двумя заправками и закрытым роллердромом. Часа 4 на север от меня. Я ничего не сказал своему двоюродному брату. Поехал один. Припарковался за 2 квартала и подошел пешком. Дом выглядел заброшенным. Облупившаяся краска, ржавая качеля, водосток, свисающий, как будто его оторвали. Машины во дворе не было, но москитная дверь была открыта, а на внутреннем стекле скотчем приклеен распечатанный логотип Тветра. Все. Без текста. Просто логотип, будто кто-то содрал его с визитки и увеличил. Не знаю почему, но это казалось проверкой. Я зашел внутрь. Весь дом пах плесенью и старым морозильником. Внутри было темно. Мебель отодвинута к стенам. В центре комнаты стоял складной стол с 2 ноутбуками, включенными, но с черными экранами. На одном был открыт файл в блокноте. Ты здесь не за историями. Ты здесь за доказательствами. Я услышал голос за дверью возле кухни. Не крик, обычный разговорный тон, будто кто-то был на видеозвонке. Я подошел и постучал. Голос сразу оборвался. Дверь открылась. И это был он. Ари. Я узнал его с фотографии группы обследователей, тот самый парень в зеркальных очках, только старше, с сединой. Такая же комплекция. Он был босиком, держал кружку с каким-то логотипом группы в пижамных брюках и черной майке. Он смотрел на меня секунду, потом сказал: «Ты все еще думаешь, что дом — это призрак?» Я сказал: «Нет». Он кивнул и жестом велел идти за ним вниз. Подвал был холодный, незавершенный, освещенный гирляндой разноцветных светодиодных ламп, прибитых к балкам. В дальнем конце доска с маркерными линиями, фотографиями и распечатанными статьями. Красная нить шла по схеме, но не как дешевая конспирология, выглядела так, будто она отмечала последовательность событий. Он указал на фото в центре, размытый человек в форме выходит из леса. Он сказал: «Дом не пугает. Он собирает». Я спросил, что это значит. Он сказал, что дом создает свою версию для каждого, кто входит внутрь, следит, каталогизирует, забирает часть и хранит ее. Ты видел фотографии. Твоя семья. Их оцифровали, как записи, скорее всего, много лет назад. Я спросил: «Зачем?» Он пожал плечами. Может, это начиналось как наблюдательный объект. Может, это не человек построил. Неважно. У него есть правила. Ты одно из них нашел. Его нельзя уничтожить. В лучшем случае ты только разозлишь его. Он подошел к морозильнику с замком, достал папку в пластиковом пакете и бросил на верстак. Читай. Внутри были краткие отчеты о пропавших без вести, совпадающие с 5 датами, выцарапанными рядом с его именем. 1999 рейнджер исчез после сообщения о частной территории с незарегистрированным строением. 2003 охотник нашел изуродованные останки в охотничьем домике, но когда вернулся с полицией, дом исчез. 2011 подросток стримил поход в страшный дом. Стрим оборвался на 14-й минуте. Его так и не нашли. 2017-го поисковая группа нашла хижину вне карты. 2 участников умерли в авариях в течение года. 2021 аноним привел полицию к дому, где могли содержаться пропавшие. Фото сделали, отчетов никаких. Внизу папки была фотография: я в доме в тот первый день. Снято сверху. С чердака. Я не смотрел вверх. Я даже не подумал об этом. Ари сказал: чем дольше ты там находишься, тем больше оно забирает. Ему все равно, кто ты. Важно лишь то, что ты вошел. Я спросил, как долго он этим занимается. Он сказал: с 1984 года. Я спросил, почему он не предупредил никого. Он рассмеялся. Ты думаешь, это первая версия меня, которая рассказывает эту историю?
Он протянул полароид. На нем я, Ари и мой двоюродный брат стоим возле дома. Но этой фотографии еще не существовало. Я поднял взгляд, Ари исчез. Не мертв. Не пропал. Просто его больше не было. Я стоял один в подвале. Все LED-лампы были выключены. После того, как Ари исчез, я не вышел сразу. Стоял несколько минут, ожидая хотя бы какого-то движения, звука, тени, чего угодно, чтобы убедиться, что я не сходу с ума. Но ничего. Тишина, которая бывает в бетонных подвалах, где звук не отражается. Я поднялся медленно. Ожидал, что и верхний этаж будет другим. Или исчезнет. Но дверь была все так же приоткрыта, солнце пробивалось через сломанные жалюзи. Я вышел. Передний двор такой же. Грузовик на месте. Но когда я оглянулся на дом, это уже был не тот дом. Тот же адрес. Тот же участок. Но он был обгоревшим. Половина крыши провалена. Черные оконные проемы. Никакого крыльца. Будто он был заброшен много лет. Я не понимал, как. Я только что был внутри. Там были рабочие ноутбуки. Горячая кружка. Папка, полароид, все еще в моих руках. Я ушел. Никому не сказал, даже кузену. И это должно было стать концом. Через 3 недели я получил письмо. Без конверта, просто лист, вложенный в коробку от Доминос. Курьер без формы, джинсы, худи. Я видел его только в щелку окна. На листе было «структура сбрасывается, но не всегда одинаково». И ниже координаты. Другие. Та же область, Кацкиллы, но другое место. На этот раз точка стояла у заброшенной госпсихиатрической больницы, закрытой в 1998 году. Я сказал себе, не поеду. Потом посмотрел на полароид из подвала Ари, где мы стоим перед другим зданием. Большим, трехэтажным, кирпичным, без крыльца. Фотография, которая еще не существует. А я на ней есть. Я поехал. Но не один. Взял кузена. Не сказал всей правды, только что дело не закончилось, и я не доверяю себе одному. Он ничего не спросил, ему хватило того, что он видел раньше. Мы припарковались за полмили и пошли пешком. Новое строение стояло за проволочным забором, проломленным в одном месте. 3 этажа. Бетон. Лианы. Никаких табличек. Внутри сухо. Ни плесени. Ни животных. Даже запаха толком нет. Мы прошли 1-й этаж, пусто. Пока не нашли длинный коридор с деревянной обшивкой, темный, с гвоздями каждые несколько сантиметров, как вешалки. И на них десятки фотографий. Не полароидов, а черно-белых портретов в рамках. Лица. Мужчины, женщины, дети. Без имен, только номера. Все смотрели прямо в объектив. Кузен снял одну. На обороте было «Эркуэрт, просист, стаурт». Он молчал. Я кивнул. Я достал папку Ари и начал сверять даты, дела пропавших, годы на стене. Совпадало все. Каждый случай. На 2-м этаже офисный ковролин. Пустые комнаты. В конце одинокий металлический картотечный шкаф. Внутри папки. Каждый лист — отчет о наблюдении. Каждый подписан буквой W. Одна строка выделялась. Repeat subjects observed entering alternate structure. Genetics overlap confirmed. Host city recognizes lineage. Родственная линия. Мы не в дом забрели. Мы забрели в систему, которая каталогизирует кровные линии, мою и многих других.
В одной записи были инициалы моего кузена, дата рождения и координаты места, куда мы ходили 10 лет назад. О месте, которое никто не знал. На 3-м этаже была последняя комната. Стальная дверь, распахнутая. Внутри ряды прозрачных цилиндров в полный рост. Пустых, но промаркированных. Некоторые запотевшие, некоторые треснувшие. Но несколько подсвечены изнутри. У каждого ярлык. На одном мое имя. Я застыл. Внутри пусто. Но на этикетке было Active Integrated. Кузен стоял у другого, с его именем. На его было написано Scheduled. Мы ушли молча. Вернулись домой. Больше не говорили об этом. Я сменил номер. Удалил метки карт. Сжег все распечатки. Но иногда меня отмечают на старых семейных фото. Пикники, дни рождения, поездки, которые мы не выкладывали. И однажды фото, где я стою на краю леса. Та же худи. Тот же рюкзак. То же выражение лица, что на снимке из дома. Но я клянусь, я не помню, чтобы был там. Я не помню ничего из этого. И именно это теперь не дает мне спать. Не то, что я видел, а то, сколько я не заметил, что было со мной все это время.